Имя Сирены Вандервудсен из Gossip Girl было выбрано автором совершенно не случайно. Ее выдуманная фамилия однозначно говорила всем американским читателям, что Сирена – наследница старой денежной аристократии Манхэттена. Вандервудсен звучит как голландская фамилия. Фамилия из времен, когда Нью-Йорк был еще новым Амстердамом. Старые деньги. Настоящая элита. Люди, которые жили тут всегда. Правящий класс. Вандервудсен. Так похожа на Вандербилт. Сирена стала идеальной вандербильдихой нового поколения элочек-людоедок. Железно. При этом, когда Ильф и Петров писали «12 стульев», время Вандербильтов уже истекало. Некогда самая богатая семья Америки стремительно катилась к упадку. Молодое поколение беспечно транжирило богатство нечестным путем, нажитое их оборотистыми предками. Почему у вас огурцы соленые? Пятак. Хорошо, дайте. Да. Но это все еще было известное имя, ассоциирующееся с большими деньгами, но больших личностей в семье уже не было. Нельзя даже сказать, за кем конкретно, за какой шикарной женщиной по фамилии Вандербильт пыталась угнаться Элочка Щукина. Это был, скорее всего, собирательный образ гламурной, убер-богатой, космополитичной американки. Эхо не такой уж далекой, но уходящей в прошлое славы Вандербильтов. К концу 20-х великие Вандербильдихи были еще живы, но они давно ушли в тень своих вилл на Лонг-Айленде и на Ривьере, подальше от людских глаз и вспышек фотокамер. Никакие эксцентричности и скандалы молодежи не могли сравниться с их экстравагантностью и скандалами, потрясавшими довоенный мир. В роскошно отреставрированном готическом замке на Луаре доживала свои дни генеральша Алва Бельмонт, женщина, сделавшая Вандербильтов. Вандербильты когда-то были самой состоятельной семьей в Соединенных Штатах. Они не превзошли в богатстве европейских Ротшильдов, и к концу XIX века Джон Рокфеллер поднимется и станет богаче очередного Вандербильта. Но при своей жизни основатель династии Корнелиус Вандербильт был, вероятно, самым богатым человеком Америки. Корнелиус Вандербильт был праправнуком Яна Арсена, голландского фермера из деревни Де Билт, который эмигрировал в Новые Нидерланды в 1650 году. Сейчас на месте, где была эта голландская колония, расположены штаты Коннектикут, Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк. На новом континенте Яну присвоили фамилию по названию его месторождения – Вандербилт, что значит «из Дебилта». За 150 лет это превратилось в Вандербильт. Корнелиус Вандербильт родился на Стейтен-Айленде, большом острове к югу от Манхэттена. Сейчас это уже часть города Нью-Йорка. И его отец был как раз одним из тех, кто держал паром, перевозивший людей и грузы через бурные воды залива на Манхэттен. Корнелиусу пришлось бросить школу в 11 лет и начать помогать отцу. К 16 годам он уже был капитаном собственного двухмачтового паромного суденышка, деньги на покупку которого он одолжил у своей матушки. Другие капитаны в шутку прозвали самоуверенного и делового мальчишку командором, прозвище, которое закрепилось за ним на всю жизнь. Шаг за шагом командор Вандербильт расширил свое дело. Его бизнес-школой стала работа в пароходной компании, гонявшей суда между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Его жена София управляла очень прибыльной гостиницей, используя свои доходы, чтобы кормить, одевать и обучать их 13 детей.
Поднявшись и разбогатев, командор начал брать на себя управление железными дорогами, идущими к портам, откуда отходили его пароходы. Когда в 1849 году началась золотая лихорадка в Калифорнии, Вандербильт переключился с речных пароходных линий на океанские. Это он предложил построить канал через Никарагуа, когда французы завалили проект в Панаме. Командор не смог привлечь достаточно инвестиций для строительства канала, но он основал Accessory Transit Company в Никарагуа, которая за $300 сноса, что эквивалентно примерно 11 300 долларов в современных деньгах, перевозила потенциальных золотодобытчиков на пароходе из Нью-Йорка на Москитовый берег, откуда они поднимались по реке Сан-Хуан к озеру Никарагуа, пересекали озеро и затем дилижансом добирались до Тихоокеанского побережья, откуда другой пароход вез их в Сан-Франциско. В 1850-х годах Корнелиус Вандербильт уже был очень богат, и он окончательно переключился на железные дороги. Он консолидирует ряд частных дорог на востоке страны под единое управление, разоряя конкурентов и совершая то, что мы сейчас называем рейдерскими захватами. Короче, он прожил 82 года, работал до старости и нажил состояние, равное 105 миллионам долларов теми деньгами, что приблизительно равно 3 миллиардам современных долларов. И 95% этого состояния отошло по завещанию его старшему сыну Билли. С детства командор воспитывал из Билли, Уильяма, своего наследника, и тем успешно довел его до нервного срыва в 19 лет. Тем не менее, в результате этой жестокой бизнес-школы Уильям вырос очень успешным предпринимателем. Он удвоил состояние отца, хоть и пережил его всего на 8 лет. У Уильяма было 9 детей. Большую часть своего колоссального наследства он разделил между двумя старшими сыновьями – Корнелиусом II и Уильямом II, которого обычно называют Уильям Кисом. Вот этот последний будет нас сегодня интересовать, поскольку в возрасте 26 лет он женился на южной красавице мисс Алве Эрскин Смит. Алва Эрскин Смит родилась 17 января 1853 года в Алабаме в семье торговца хлопком. То есть они не были плантаторами, но их благосостояние держалось на системе рабского труда. И когда на юге запахло жареным, отец Алвы перевез семью сначала на север, а потом в Европу, куда его завели перипетии хлопкового бизнеса. И в результате Алва получил образование во Франции, в пансионе недалеко от Парижа. У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу. Да вовсе не из Парижа я. И отлично. Конечно, вы не из Парижа. Вы приехали из Калагрива навестить свою покойную бабушку. После гражданской войны семья вернулась в Америку и осела в Нью-Йорке. И там лучшая подруга Алвы, Консуэла Изнага, дочка кубинского дипломата и плантатора, познакомила ее с Уильямом Кисомом Вандербильтом. 20 апреля 1875 года Уильям и Алва поженились. По всей видимости, это был брак по любви. Обе семьи были не в восторге. Те и другие считали, что их чадо могло бы найти себе что-нибудь получше. Строго говоря, Вандербильты и Смиты были ровнее в социальном смысле слова, хотя Вандербильты были гораздо богаче, но они были гораздо богаче кого угодно. Однако и Смиты тоже не бедствовали, деньги у них у всех были. Чего у них не было, так это класса. Обе семьи были новоришами. Это были амбициозные люди, которые мечтали, чтобы их отпрыски поднялись по социальной лестнице. Недаром как Алва, так и ее жених носили сдвоенные фамилии матери и отца. Алва была Эрскин Смит, а Уильям был Кисом Вандербильт. Они не могли позволить себе потерять ни грамма фамильной истории, ни капли благородного происхождения. Хотя ни Эрскин, ни Кисом не были такими уж аристократическими фамилиями, но все равно это было лучше, чем Смит или Вандербильт.
В любом случае, поначалу их жизнь казалась очень счастливой и гламурной. Молодожены много путешествовали, сорили деньгами. У них было 3 детей, причем старшую дочку они назвали в честь подруги, их познакомившей, Консуэло. А когда отец Уильяма умер, и он получил в наследство свои 55 миллионов, это чуть меньше нынешних 2 миллиардов, Алва начала решительный проект продвижения в высшее общество Нью-Йорка. Возможно, вам кажется, что если у тебя есть 2 миллиарда долларов, то тебя с восторгом будут принимать в любых самых снобских домах. Особенно если учесть, что и Алва, и ее муж не на ферме родились, их родители уже были богаты, они дали детям отличное воспитание. И тем не менее, верхушка нью-йоркского и вообще американского общества на тот момент была чрезвычайно элитарной. С вашим семейным положением, происхождением и родословной носились как с писаной торбой. Ей-богу, британская аристократия в те годы была более инклюзивной, чем американская. В Нью-Йорке никакие деньги не могли ввести вас в высший свет, если у вас не было связи и имени. На то были причины. В течение десятилетий после гражданской войны население Нью-Йорка росло почти экспоненциально. И приезжие нувориши начали теснить старый истеблишмент. С этим нужно было что-то делать, потому что никто не хотел уступать свое место наверху пищевой цепочки сомнительным авантюристам, вроде Скарлетт и Ретта Батлера. И старая нью-йоркская аристократия под предводительством миссис Астер заняла круговую оборону. Каролина Астер тоже была потомком первых голландских поселенцев штата, но ее предки всегда жили на Манхэттене, а не в Заречье, как Вандербильты. Семья ее мужа, Астеры, разбогатела на инвестициях в недвижимость Нью-Йорка. Манхэттен в значительной части был построен на земле Астеров. Возвращаясь, кстати, к Gossip Girl. Лучшая подруга Сирены, Блэр, носит фамилию Уолдорф. Это родовое имя одной из ветвей нью-йоркских Астеров. Отсюда название отеля Уолдорф Астория. То есть Блэр тоже представляет одну из старейших фамилий Нью-Йорка. Так вот, миссис Астер, ужаснувшись притоку в ее город неумытых миллионеров, поставила себя на место голкипера, допускавшего или не допускавшего новоприбывших в городскую элиту. Надлежащее поведение, изысканное воспитание, знание строжайших норм этикета были абсолютно необходимы, но недостаточны. Кстати, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко. Вы знаете, необычайно эффектно и очень элегантно. Ее, даже не знаю, как назвать, друг, родственник, социальный арбитр, режиссер светской жизни, короче, Уорд МакАлистер, однажды заявил в интервью, что среди всех богатеев Нью-Йорка есть всего 400 человек, которых можно было бы назвать по-настоящему светскими людьми. Считай, пускать дальше прихожей. Скорее всего, он взял это число с потолка. Не существовало реального списка 400, за которым будут охотиться как пресса, так и все честолюбцы города. Но на балы и вечера миссис Астер приглашался только узкий круг избранных, и войти в него было практически невозможно, если ты не знаешь нужных людей. Алва поняла, что если она и особенно ее дочь, а также все поколения будущих Вандербильтов хотят когда-нибудь войти в настоящую элиту, ей нужно как-то приручить миссис Астер. Для начала она возвела особняк в самом сердце Манхэттена, на 5-й авеню, занимавший целый квартал и похожий на средневековый французский замок. Сейчас этого здания уже не существует, и, глядя на его фотографии, я особо не жалею,
Не буду претендовать, что я большой специалист по архитектуре, но я не любительница никаких ревайвалов. И этот мутант, который пытался изображать из себя замки на Луаре, выглядит, на мой взгляд, довольно нелепо. Хоть и был спроектирован знаменитым архитектором Ричардом Моррисом Хантом. Особняк, названный Пти-Шато, строили 5 лет и потратили пару миллионов. Он был напичкан всевозможной роскошью и был апофеозом максимализма, модного в те годы. Стены были обиты резными панелями орехового дерева, потолок расписан мифологическими сюжетами, гигантский камин украшали мраморные кариатиды, по стенам висели живописные шедевры. В общем, там было на что посмотреть. И когда дом был почти закончен, Алва решила превратить новоселье в беспрецедентное светское мероприятие. Она решила дать костюмированный бал, который затмит все, что до этого происходило в Нью-Йорке и окрестностях. Алва сделала все возможное, чтобы о ее бале заговорили. Она не просто пригласила журналистов в особняк, она лично провела экскурсию, показывая пальцем на что смотреть и что о чем писать и сколько это стоит. И она получила широчайшую, не знаю насколько бесплатную, рекламу. Все газеты Нью-Йорка с придыханием писали о предстоящем бале, о том, сколько было потрачено денег на цветы, на еду, на украшения, на мебель, о том, что шеф-повар получал зарплату, равную зарплате министра. В результате этого мероприятия ждал весь Нью-Йорк, и все жаждали туда попасть. Было разослано порядка 1200 приглашений. И что интересно, среди них не было приглашения для дочери миссис Астер, Керри. Керри Астер, ведущая светская красавица своего поколения, была абсолютно уверена, что ее пригласят, потому что ее приглашали абсолютно всюду. Говорят, она неделями репетировала придворную кадриль, которую предполагалось на этом балу танцевать. А приглашение все не приходило. И когда стало совершенно очевидно, что приглашение Керри не затерялось в почте, миссис Астер аккуратно поинтересовалась, что, черт возьми, вообще происходит. На что Алва Вандербилт невинно ответила, что Керри вообще-то никогда не была ей официально представлена. И поэтому она, Алва, просто не знала ее адреса, чтобы послать ей приглашение на бал. Миссис Астер правильно поняла намек и явилась к Альме с визитом. И таким образом старые деньги Нью-Йорка официально признали Вандербильтов. Бал превзошел все ожидания. Это был маскарад, модный формат тех лет, и все прибыли разряженные в пух и прах. Торжествующая Алва оделась венецианской принцессой, а ее вредная невестка Элис, жена старшего Вандербильта, переплюнула всех, явившись в костюме электричества. Про это платье из золотой парчи, до сих пор хранящееся в Нью-Йоркском музее, ходит масса слухов, что якобы оно было электрифицировано с помощью батареи, спрятанной где-то на теле. Доказательством служит фотография, в которой Элли стоит в позе статуи свободы и держит над головой сияющий факел. Спешу вас разуверить. Дело происходило 26 марта 1883 года. Батарей тогда не то чтобы не было, но они были очень большими. Спрятать их в платье не было никакой возможности. Зато, как я уже упоминала, способности фотографов ловко ретушировать карточки были очень высоки. И изобразить свет, исходящий из факела, было куда проще, чем прицеплять к Элис портативную электростанцию. Алва вообще позирует с бутафорскими голубями. Это были постановочные инстаграмные фоточки. Достаточно было того, что платье Элис было выписано из Парижа, смоделировано самим Уортом, стоило чуть меньше трансатлантического телеграфа и иллюстрировало модный современный концепт. Светиться ему было совершенно не обязательно. Несмотря на то, что ее маскарад имел колоссальный успех, Алва не прекращала пробивать путь наверх.
и демонстрировать богатство семьи всеми возможными способами. Часть из ее проектов имели долгоиграющие позитивные культурные последствия. К примеру, из-за того, что спесивая Нью-Йоркская академия музыки не желала предоставить ей ложу в своем оперном театре, Алва с компанией других недостаточно утонченных, но достаточно богатых людей скинулись и построили новый оперный театр на Бродвее. Так появился Метрополитен-опера, или сокращенно МЕД. Сегодня это один из ведущих оперных театров мира. Затем Алва снова наняла Ханта, чтобы он построил ей дачу в Ньюпорте, симпатичном тихом приморском городке, куда она с детства ездила с семьей на каникулы. Мраморный дом, как назвали это сооружение, стоил 11 миллионов, из которых 7 миллионов были потрачены на 14 тысяч кубических метров мрамора. Этот летний дом с портиком, как у Белого дома, станет достопримечательностью и задаст уровень, что постепенно превратит Ньюпорт в легендарный курорт, застроенный роскошными дворцами. В 2006 году этому дому был присвоен статус национального исторического памятника. И в настоящее время он открыт для публики как музей. После смерти Ханта его сыновья унаследуют его архитектурную фирму и построят для Алвы еще один особняк – Beacon Towers на престижном северном берегу Лонг-Айленда. Некоторые литературоведы считают, что он стал вдохновением для дома Джея Гэтсби в романе Фицджеральда «Великий Гэтсби». Но никакие театры, особняки и яхты не стали для Алвы таким символом успеха, как замужество ее единственной дочери Консуэла. Именно Консуэла Вандербильт стала знаменитой Вандербильдихой, про которую сейчас очень любят рассказывать в интернете. Хотя, откровенно говоря, она была совершенно заурядной женщиной, прославившейся исключительно тем, что мать испортила ей жизнь. Можно довольно смело сказать, что Алва растила свою дочь так же, как командор Вандербильт растил своего старшего сына. Оба они были чрезвычайно амбициозными, жесткими людьми, по всей видимости, лишенными какой бы то ни было эмпатии. Они были уверены, что если приложить достаточно усилий, то из ребенка можно вылепить лучшую версию себя. Мнение ребенка при этом абсолютно не учитывалось. Консуэла отличалась модной хрупкой красотой, сильно контрастирующей с грубой непритязательной внешностью ее матери. Она ходила с железным стержнем, привязанным к спине, чтобы держать осанку. И когда она пыталась высказать личное мнение, мать не ленилась лупить ее хлыстом. Крестная мать Консуэла, Консуэла Инзнага, была одной из прославленных прелестных пираток, долларовых принцесс, богатых американских наследниц, которые во второй половине XIX века начали массовым порядком штурмовать европейские аристократические семьи, особенно английские, и женить на себе сыновей старинных фамилий, у которых не было гроша за душой, чтобы починить крышу родового замка. Такие браки казались взаимно выгодными. Родители невесты получали возможность рассказывать, как их дочка вращается в настоящем высшем свете, а замшелая семья жениха получала деньги, на которые они могли еще немного протянуть, не продавая с молотка фамильные гобелены. К примеру, Консуэла Инзнага стала герцогиней Манчестерской, и ей не нужно было мотивировать подругу подыскать дочке не менее блестящую партию. Выбор Алвы пал на 24-летнего Чарльза Спенсер Черчилля, 9-го герцога Мальборо. 18-летняя Консуэла попыталась возражать, поскольку она мечтала о другом, но ее фактически заперли в ее комнате, пока она не дала согласия. Короче, Консуэла рыдала под вуалью всю свадебную церемонию, а ее муж сообщил ей чуть ли не в первую брачную ночь, что любит другую и женился на ней исключительно из-за денег.
Герцог Мальборо получил в приданое $2,5 миллиона, 91 миллион в нынешней валюте, в форме акций железных дорог. Консуэла была представлена королеве Виктории и имела успех при дворе. У них родилось 2 сыновей, которых Консуэла называла «наследник» и «запасной». У обоих супругов были многочисленные любовники, и в конце концов, спустя 30 лет, они развелись. Точнее, их брак был аннулирован, поскольку, как я вам уже сообщала, в Англии в те годы были совершенно средневековые законы о разводе. Их брак был признан недействительным благодаря тому, что Алва на суде открыто признала, что она принудила дочь выйти замуж за герцога, и это было достаточным основанием для аннуляции. Но еще до того, как над плачущей Консуэло пропели свадебные колокола, ее мать развелась с ее отцом. Альва Вандербильт потрясла общество в марте 1895 года, подав на развод со своим мужем, с которым прожила 20 лет. Как только сговор с семьей Мальборо был завершен и стало очевидно, что жених Консуэло не сорвется с крючка, Алва начинает колоссально скандальное и публичное дело, обвинив мужа в супружеской неверности и требуя расторжения брака. И с кем, вы думаете, он был ей неверен? С той же самой лучшей подругой детства, с Консуэлой из Нага, крестной матерью их дочери. Ну, то есть у Уильяма были многочисленные связи со всякими актрисами и моделями, но это было последним гвоздем. Благо, в Америке тогда можно было развестись, хоть и со скандалом. Алва получила при разводе финансовую компенсацию, которая, как говорят, превышала $10 миллионов, в дополнение к нескольким поместьям. И довольно быстро вышла замуж вторично за старого друга семьи Оливера Белмонта, банкира, политика и яхтсмена. Скорость, с которой они поженились, заставила многих думать, что в первом браке неверен был не только Уильям. Вы не умеете себя вести в приличном обществе. Вы разбили мою семейную жизнь. Оливер и Алва прожили вместе 12 лет, и от него она переняла интерес к политике. После внезапной смерти Оливера от аппендицита в 1908 году Алва, эта богатая, тщеславная снобка, пожертвовавшая счастьем единственной дочери для продвижения в высшем свете, внезапно для всех становится суфражисткой. Остались в прошлом веке годы, когда она, молодая, пыталась, как Элочка Щукина, приблизиться к сияющему раю, где прогуливались недостижимые и великолепные представители старых денег. Ее больше не интересовал высший свет и кто что о ней подумает. У нее были свои деньги и свое мнение. К началу 1900-х годов Алва становится ключевой сторонницей воинствующих американских суфражисток. Борьба за женское избирательное право в США зачастую шла рука об руку с рабочим движением в целом. Алва не только использовала свое огромное состояние, чтобы поддерживать национальную женскую партию, она превратила свой особняк в Вашингтоне в партийную штаб-квартиру, писала статьи для газет, участвовала в митингах. А во время забастовки фабричных работниц в Нью-Йорке она поддерживала материально их семьи и заплатила залог за арестованных пикетчиков. Алва Бельмонт созвала конференцию великих женщин на своей даче в Мраморном доме летом 1914 года. Она стояла в первом женском пикете перед Белым домом в январе 1917 и была избрана президентом Национальной женской партии и занимала эту должность до самой смерти. Она была одной из первых, кто начал привлекать черных женщин к борьбе за избирательные права, организовала гарлемский филиал Лиги политического равенства и приглашала его членов к себе на выходные в Бикон Тауэрс. В 1920 году американки получат избирательное право 19-й поправкой Конституции. С начала 1920-х годов Алва большую часть времени жила во Франции, рядом с Консуэло. После развода Консуэло Алва значительно сблизилась с дочерью. На самом деле их отношения постепенно становились все лучше с годами, они начали больше понимать друг друга.
Алва купила и восстановила старинный замок Эжервиль, расширила Луару, которая с ее точки зрения была недостаточно широка, и пристроила к замку один из первых во Франции боулингов. Там она фактически и прожила до смерти в 1933 году, каждым оставшимся днем доказывая, что даже самые упрямые люди могут измениться, оставаясь при этом сами собой. На ее похоронах в Нью-Йорке присутствовали только Консуэла, родня второго мужа и большой контингент товарищей-суфражисток. Никто из Вандербильдов, никто из ее друзей из высшего света не пришел ее проводить. Ее наследниками стали Консуэла и несколько феминистских организаций, которые она поддерживала при жизни. Между тем, Вандербильты XX века уже не занимались бизнесом. Они жили на наследство и ренту и проматывали деньги предков, не заботясь о будущем. К середине века 10 больших особняков семьи на Пятой авеню были снесены, а большинство поместий были проданы или превращены в музеи. Вандербильты сошли со страниц истории так же стремительно, как появились. И, скорее всего, если бы не Эллочка Щукина и ее 2 стула, мы бы сейчас про них даже не вспоминали. А печальный опыт Остапа Бендера и Вандербильдов говорит нам, получить богатство – это еще полдела. Надо потом еще знать, что с ним делать. На сегодня у меня все. Не забудьте кликнуть на кнопку лайк, если вам было интересно. Всего вам доброго и до встречи через неделю.